Ретроспективы пандемии, анализ прошлых данных о COVID-19 и данные ВОЗ. Несколько лет назад, с появлением COVID-19, я присоединился к группе корпуса выживших в Facebook и на собственном опыте осознал все страдания людей во всем мире из-за COVID-19. Если вы посмотрите это сегодня, вы заметите, что COVID по-прежнему причиняет страдания повсюду. Пандемия еще не закончилась. По данным ВОЗ, смертность со временем снижается. Только за последние 6 месяцев количество случаев ковида в несколько раз превысило прошлые рекорды. Судя по данным, можно увидеть, мы не в ясности. В Соединенных Штатах зарегистрировано больше смертей, чем в любой другой стране. Общее количество смертей превышает 1 118 800 человек. В США наибольшее совокупное количество случаев – более 102 873 920. Смертность в США, возможно, в целом снижается, но случаи заболевания у нас все еще есть. Данные показывают, что чуть более 68% американцев вакцинированы, и только чуть более 35% людей получили ревакцинацию. Здесь данные ясны, как здесь, в США, так и во всем мире. Нам всем сегодня нужно сделать больше для борьбы с COVID-19. Мы чувствуем, что сейчас не тот час. Речь идет о предотвращении смертности вокруг нас и во всем мире. Мы должны воплощать в своей жизни научный принцип предосторожности. Мы должны сделать больше сегодня, на случай, если это изменит чью-то жизнь завтра. Давным-давно я проводил бесконечные исследования в надежде, что смогу улучшить жизнь и помочь другим выздороветь, будучи очень информированным и простым способом делясь этой научной информацией с другими людьми, не имеющими научного и технического образования. Вот мой давний пост. Мои рекомендации остаются в силе и сегодня. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, указанные ниже. При любом заболевании следует минимизировать вирусную нагрузку или количество микробов внутри организма. Этого можно добиться, соблюдая образцовую гигиену, которая включает в себя душ по прибытии домой, а также после пробуждения или сна не менее 2 раз в день, промывание глаз глазными каплями, частое мытье рук, промывание содержимого носа, надевание масок и перчаток, стерилизацию спиртом. Продукты на их основе. Чтобы лучше всего бороться с COVID, следует вести здоровый образ жизни и позитивный настрой, легко выполняя следующие действия: больше спать, избегать обезвоживания, лежать на животе более 7 часов в 24 часа в день, ежедневно заниматься хотя бы небольшим количеством упражнений, есть гранат, лук, чеснок, лимон, апельсины, мед с чаем, а также снимайте стресс посредством позитива и улыбки, чтобы позволить вашему организму наиболее эффективно бороться с COVID.
Вот краткий обзор дополнительных действий, которые могут помочь вам в борьбе с COVID-19. Я написал длинную подробную статью о профилактике, симптомах, ответных мерах, статистике и другой информации, которую вы можете найти здесь. Ретроспектива пандемии. Борьба с COVID-19 посредством исследований и анализа данных. В жизни каждый мечтает о здоровой и долгой жизни. На протяжении всего общества человечество боролось с болезнями. Если вы medium.com, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Если у вас рак, болезни сердца, инсульты или проблемы с почками, обратитесь за медицинской помощью при появлении ранних признаков COVID-19, поскольку эти проблемы могут усугубить проблемы и привести к статистически более высоким смертельным исходам. COVID-19 может различаться по степени тяжести и серьезно влияет на людей старшего возраста, у людей с подавленной иммунной системой или у людей с общими проблемами со здоровьем. Мы все должны серьезно отнестись к этой постоянной проблеме со здоровьем. Если вы испытываете серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание или боль в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Случаи заражения COVID-19 до сих пор причиняют вред людям. Мы не должны относиться к этому легкомысленно. Обязательно проконсультируйтесь с медицинскими работниками по поводу получения вакцины от COVID-19 и повторной вакцинации. Ваш врач также может порекомендовать лекарства, такие как Тайленол, аспирин или другие, в зависимости от серьезности ваших проблем. Следует следить за симптомами COVID, хотя вы можете протекать бессимптомно и распространять COVID, не зная об этом. Обязательно изолируйте себя и дистанцируйтесь от других, оставив расстояние не менее 6 футов между собой и другими. Надлежащие средства индивидуальной защиты, такие как маски, перчатки и лицевые щитки, защитят вас, а также уберегут других от заражения смертельным COVID-19. Обязательно следуйте рекомендациям представителей общественного здравоохранения, таких как Центры по контролю и профилактике заболеваний, CDC и ВОЗ, чтобы гарантировать изоляцию и принятие рекомендуемых мер против COVID-19. Следуйте рекомендациям общественного здравоохранения даже после того, как вы выздоровели от COVID-19. Эти практики также являются здоровыми практиками, которые могут улучшить вашу повседневную жизнь. Не бойтесь применять некоторые из полезных для здоровья советов в профилактических целях, не только в ответ на контакт с COVID. Обязательно ведите сегодня здоровый образ жизни, ориентированный на профилактику. Не ждите, пока не станет слишком поздно. Обязательно прокомментируйте ниже, считаете ли вы, что COVID все еще является проблемой, о которой мир должен продолжать беспокоиться. Считаете ли вы, что здоровый образ жизни и лекарства должны улучшаться? Спасибо,
что присоединились ко мне. Подписывайтесь и смотрите больше видео, нажимая на изображение здесь, на экране.